Мальчики, девочки, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Очень рада всем своим подписчикам и просто гостям моего канала. Смотрите, сегодня расклад был не запланирован. Меня за него посадили, можно так сказать. Последние часов 5, наверное, просто выпихивали. В преддверии полнолуния и затмения информация от предков рода. Расклад на один вариант. Поэтому, если резонирует ваше, не резонирует, не мучаем себя, не притягиваем ничего за уши. Если не ваше, ну значит, не ваше. Как бы здесь вы не крутили и не хотели бы. Смотрите, по предварительному. Здесь какое-то освобождение у вас, род подмогу, но здесь больше, знаете, как основатель рода дает каких-то помощников сильных, которые вам помогут. Так, параллельно с этим у вас идет расширение вашего кругозора. Это по вот этой колоде, тут двойка, тройка жезлов. И по этой, девятка кубков, солнце, сами понимаете, карты крайне положительные. То есть здесь род, я так предполагаю, кто-то из вас, возможно, в каких-то сомнениях, возможно, какие-то страхи одолевают, либо еще что-то. И здесь род, я так смотрю, прям поддержать пришел кого-то. Или же о чем-то все-таки предупредить еще параллельно с этим. Поэтому долго говорить я не буду в преддверии полнолуния. Все-таки есть еще работа на этот день силы. Этот расклад вы как раз увидите в период с затмения до полнолуния завтрашнего дня. Поэтому сейчас поглядим, что же хотят передать, что так меня... Не знаю даже, как сказать. Не скажу, что прессовали, чей-то род очень тактичный пришел ко мне. Очень тактичные ребята такие. Ну, а может, ты присядешь, да поглядишь, что там. Вот, есть что нам сказать, домолвить. Такие прям реально культурные, ненавязчивые. Очень вежливые. Уж не знаю, чьи ребята, или же у каждого из вас вот именно такие вышли. Сейчас будем смотреть. Какие-то инструкции по построению стабильности. Это если глобально. Если брать обычное значение Таро, здесь проблемы в доме. Ругань, какие-то недомолвки, какая-то белиберда. Да, разбитое сердце. У кого-то из вас, кого-то предали. Так. Предательство. Причем очень сильное такое предательство. Вам 4-ю чакру пробили. Так. Хочу все-таки как-то структурировать этот расклад. Но не знаю. Давайте будем глядеть. Постараюсь ненадолго. Потому что, повторюсь, посадить да посадили. Но работа еще у меня прилично к завтрашнему дню. Вот. Что хотят сказать? Давайте, говорите, что вы там желаете передать через меня. Фух. Что хотят сказать вам? Кто будет сотрудничать с родом, они к вам щедро отнесутся, они к вам навстречу выйдут. Дабы помочь вам в борьбе.
в борьбе, чтобы вы вышли из какого-то лабиринта и уже наконец-то дошли вот к этой двери своего древа. Здесь вам род будет прям, ну, ни одна душа помогать, а как-то их несколько, их много. Засиделись вы, ребята, там, где засиделись. Многих из вас и в окружении, и работа, и ваш партнер, и ваши друзья, у кого-то даже родственники, очень близкие. Среди этого всего есть крайне деструктивные личности, крайне деструктивные моменты, ситуации и ваше положение, где ущемляют вас. Из этого вас будут выводить. Ну, к примеру, вы живете с мужем только из-за того, что не можете устроиться на работу. Хотя он вас дрессирует и в хвост, и в гриву. Ну так вот, не будет у вас больше этого якобы комфорта. Не будет уже той ситуации, где вы пытаетесь не расшатывать лодку. Все. Досиделись, называется. Вас выведут на путь борьбы. Род вам поможет. Не думайте, что вы одни, нет. И не думайте, что в вашей жизни все говёно. От многих из вас сейчас это говно начнет отлипать. Будете за себя бороться, получите очень большие подарки от Вселенной. Поймете, что мир по-другому устроен. Но коль не будете бороться, значит не будете, это тоже ваш выбор. Но здесь послание, видимо, для тех, кто все-таки будет бороться. Да, стесненные обстоятельства, где вам постоянно, знаете, вы здесь как нищий бомж, недолюбленные, недопонятые. Живете, как уже свыклись, понимаете, с этим. А у вас потенциал затравлен ваш. И вам этот потенциал по праву рождения не просто так дали. И сверху смотрели на это, знаете как, ну ёб твою налево, что ж ты делаешь, мы тебе такое дали, а ты как бы это, не пользуешься этим, чё так. Да, у кого-то это семейный статус проигрывается, то есть были женой, не будете женой. Потому что вы жена не того человека. Также здесь девушки и мужчины, которые умеют отстаивать и свою территорию, свой бизнес, как бы, и свои приоритеты. И вас выводят в двойку жезлов по этой колоде, вы должны принять решение, дабы уйти из деструктивной. Да, там у вас много иллюзий по поводу партнеров, друзей, все, что я озвучила. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Вас как будто, понимаете, постоянно высаживают на эмоции, дабы качать ваш ресурс. Как они это делают, им плевать, радость либо слезы. Неважно, это ваш ресурс, и его просто сгоняют у вас. Глядите, значит. Чем дольше сидели, тем дольше будете потом, не скажу, что в полном безденежье, но будет провал по баблу. Почему? Потому что это своеобразная
транзакция за ваше очищение. Мороки снимать, пожалуйста. Очень много иллюзий у вас, понимаете, из-за... Тут такое ощущение, что человек сидит в клетке, его оплевывают периодически копьями, подтыкивают в разные места, а он даже не сопротивляется. Но разочарование вас ждет. Ну, вы по-другому у вас никак не вывести, понимаете? До последнего сидеть и надеяться, что что-то изменится к лучшему, это бесполезно. Знаете, как вы в свое время не распознали, кто возле вас, позволили этому человеку красть вашу энергию и ваши ресурсы. Ситуация со временем набрала обороты, из вот такого шарика превратился здоровенный ком, и теперь вам этот ком нужно раскидать по сторонам. И раскидывать вы его будете за счет своей энергии, за счет своей проработки. И теперь вам нужно будет очень сильно постараться и побороться за себя. То есть, получается, вы очень... Ну, кто-то узнал, что ему изменяли. Кого-то предали, кого-то на деньги кинули. Друзья подставили. Как бы... Или вы осознали, что это не ваши друзья. По работе та же самая ситуация. Понимаете, здесь разбитое сердце, здесь переживания, здесь вплоть до истерик. Но почему? Потому что вас выводят из зоны комфорта. И в этой зоне комфорта, как вам кажется, нет ни хрена комфортного лично для вас. Вот что здесь идет. А сегодня прям медленно, потому что очень много. 7 веток рода от кого-то самых сильных собралось, и каждый пытается мне что-то вам донести. Поэтому настолько разношерстное все идет. Здесь зачистка вашего пространства будет. Поэтому я так и притормаживаю, уж извините. Потому что, да, 3 рода очень активных. По линии матери идут. 2 по линии отца. У кого-то из вас. Менее активные они. Смотрите сами, с кем вы сотрудничали в последнее время, с кем вы общались. И 1, который сзади. И очень далеко от меня стоит, как будто подойти ближе не может. Ну-ка, секунду. Почему подойти не могут? По линии матери, которые очень близко. То есть их допускают. По линии отца тоже, но они не сильно разговорчивые. А вот сзади чей-то род стоит из вас. Почему подойти не можете? Сил не хватает у рода у кого-то из вас, у вашего рода не хватает сил из-за того, что с вас уже последние соки выпили, ну, там привороты, оморочки, крадники, коперы, стяги, вплоть до колдовства насмерть. Кто-то из вас в прямом смысле слова в треугольниках находится, является любовником, либо вы жена, и у вас, ну, ваш муж имеет любовницу, вы в курсе, то есть вы сидите в этой ситуации, потому что якобы удобно.
На работе, где не доплачивают, хотя вы перерабатываете, якобы удобно, чтобы хоть что-то было. Вам волю ломают. Вашего рода тупо не хватает энергии ко мне даже подойти. Чтоб я их услышала. Что сказать хотите? Хотят сказать, что возьмите уже, блядь, свои дары судьбы, в конце концов. Откровения получите от рода, кому-то во снах придут, скорее всего. Кто-то обратится к кому-то за помощью, за чистками, за защитами, за открытием дорог, для того, чтобы с себя эти иллюзии хреновы поснимать. Кому вы там сострадаете, кого вы, мать вашу, жалеете, говорят. Да ты же себя уже всю распродал, раздал, разбазарил. Кого ты жалеешь? В кого ты превратилась, превратился? Пока ты там кого-то жалеешь. Ну правильно, подсказки вам род дает, вы их считываете, но вы их игнорируете. Потому что вы опекаете кого-то из людей, либо какую-либо ситуацию, смотрите сами, в которой человек просто себя возомнил идолом, которому должны все и вся в этом мире. А вы самолично преклонились и свою свободу на алтарь ему положили. И тут не поклали, нет, тут именно положили. Разочарованиями живете. Вечно какие-то ненормальные вещи происходят. Деструктив, негатив к вам лезет. Опять же таки, ну тут карта приворота падает, но тут целый сумбур чего идет. Повторюсь, чей-то род одного из вас, но он передает для других похожую информацию. Сейчас посмотрю, кто по матери передает и кто по отцу. Кто повыходил, потому что род может быть одного из вас стоять. Значит, слева 3 рода, 3 людей. Справа 2 рода. И сзади 1, которого я сейчас вот смотрю, пытаюсь их услышать и понять, что они там донести мне пытаются. Но эти 6 родов самые сильные. Либо те, которые были допущены в мое пространство. С другими из вас эта ситуация просто будет созвучна. Вы поняли, информация идет общая. Ни для одного, ни для 6 людей. Просто вышли самые, видимо, такие, знаете, стойкие оловянные солдатики и хотят предупредить. Высший суд принял решение. Слушайте, высшие силы приняли решение вам помочь, избавиться от замутненного рассудка. Я же сказала, выводить будут жестко. Вот считайте, что вам нож в сердце вогнали, а вы при этом не потеряли сознание. Да, будет жестко, ребята. Но, блядь, по-другому вас не вытянуть никак. Тут высшие решили вас спасать. И коль высшие уже приняли данное решение, задумайтесь о том, какой у вас потенциал. За вас высшие борются. Вы за себя не боретесь. Блядь, в чужих проблемах сидите, понимаете? Решаете чужие проблемы, но не свои. Не своей жизнью живете. Пришло время эти проклятия все оборвать. Выстроить себе защиты, обереги. Ангел-хранитель придет к вам. Поможет. Только начните бороться.
Лишить вас хотят всего, и как начиная от денег, так и ваши ресурсы. У кого-то хотят детей забрать, у кого-то дом, у кого-то работу, кто-то подсидеть хочет кого-то. Понимаете, у кого-то забирают его дар, то есть магический дар какой-то. И здесь уже, понимаете, здесь хранители, ваш род и высшие силы вам говорят, что, мать твою, начни сражаться. Если ты сражаешься, молодец, давай дальше, потому что атаки идут. Мы помогаем как можем. Чуть-чуть больше усилий. Вытаскивай себя, короче. Хватит ныть, хватит себя жалеть. Вперед, собралась и пошла и вышла отсюда. От любой атаки извне вы будете защищены. Там ваши недоброжелатели сразу будут по голове получать. Приговор будет лететь от высших моментально. Ваши недоброжелатели свои искушения будут проходить. Да, здесь вы будете таким образом какое-то учение проходить. Видимо, понимать, кто вы вообще в этом пространстве, во Вселенной. Зачем вы вообще появились в этом мире и каким даром на самом деле вы обладаете. Здесь вы будете понимать себя, понимать, что такое мир и какого фига вообще здесь происходит. 24/7, пока наша Земля вот так вот вертится. Но на практике вот вам нужно уже вносить расплату за то, что вас обижали, предавали, вами пользовались. Да, здесь, смотрите, еще очищение, то есть чистку обязательно вам надо проводить на убывающую луну. И удача попрет вам, ребята, господа, враги ваши падают, у вас новая жизнь. Из-за этого предательства еще на распутье вас покилихает, но это нормально, блин. Возьмете себя в руки, вбахнулись в духовность и погнали наших городских, да? Молитвы кому-то очень помогут. Еще что-то пытаться, но в общем, ладно, то уже дело такое, не в ближайшем будущем это будет необозримым, поэтому здесь дальше не гляжу. Точнее, поглядела, но... Это пока не суть важно. Вам нужно себя из вот этого достать для начала. Вот как-то так пошло. Так, это те, которые сзади меня стояли. Божечки, там уже на издыхании, понимаете? Там чей-то рот уже просто на издыхании, ребята. Ну, знаете, такие они... Я поняла, почему они далеко и ко мне не подойдут ближе. Потому что сил мало то мало, но у них, у этих душ, при этом столько злости, понимаете? А я в свое пространство не допускаю. Там просто мои не дают пройти. И все. Но мне этот негатив как бы не нужен. Я уже свое такое, извините, дерьмо перелопатила. Поэтому как-то так. Так, на почве вот этого всего коленкора, да? Что-то я эти карты. Ладно, посмотрим потом и по этим. Так, теперь давайте, раз такая пьянка пошла, пам-пам-пам, смотрим... Для тех из вас, кто знает точно, что вы работаете сейчас с родом по линии матери. Так, у предков что-то просите. Ага. Ну, тут активно. По линии матери, да, актив. Ну что, просите приговора для ваших недоброжелателей? Получите, предки помогут. Да, я же сказала, просите. Просите новой жизни. Кто-то из вас даже прям, вот знаете, так, прям такая, как бы это объяснить, с таким, знаете, надрывом, ну помогите же.
Уже вы поняли, где неправильно поступили, где вас заносило, куда вас кидало не туда. Поняли, за что уже отработали, грубо говоря. Здесь люди себя проработали. Ну, здесь тоже, да, предательство вам влияли на вашу голову, чтобы вы не видели доподлинной ситуации, то есть те же мороки, оморочки. И атаковали вас в это время. Так, ну тут вы можете быть спокойны, что отомщение будет за вас. Те, кто вас гнул, те будут очень сильно оштрафованы. Они сами узниками станут сломленной воли, у них воля будет поломана. Стержень вообще останется, я не знаю, только название от него. От предков получите информацию. Прощать, что за прощение? Слушайте, что-то вы вымолили, ребятушки, что-то вы прям вымаливали, видимо, у предков, видимо, у высших. Так вот, вымолили, все. Будьте покойны, все отлично. Ваши способности предвидения, ясновидения, некоторые из вас также пророки, то есть это те же тарологи, медиумы, экстрасенсы, там не суть важно. Вы поняли, в какое я русло веду. Все, благополучие вас ожидает, и по поводу ваших защит все отлично, все получится. Вот так вот. По линии матери. По линии матери говорят, что защиты. Будут вас еще, слушайте, так, еще обмусоливают вас, естественно, еще будут пытаться там дергаться ваши недоброжелатели, ну по голове тут же тоже получат, и как бы, то есть будьте бдительны, все равно еще будут попытки вас нагнуть, прогнуть, поставить в позицию, которую выгодно кому-то, чтобы вы стояли, да. Но это уже такое, дело 25-е, получится у них или нет. А это уже по линии отца чуть сюда вот тянет налево. Ну, значит, будем слева направо класть, раз так хочется. Так, и теперь что хотят сказать эти два рода для тех, кто сейчас работает с родовой системой по линии отца у себя. Кто сотрудничает с ними, что хотят. Что вам хотят сказать. То, что если вы одиноки, либо у вас не получается ни черта начать, и там клиентов нет, либо еще что-то, то это все из-за того, что неупокоенные стоят. То есть на вас много программ. Некоторые из вас даже болеют. Новости об этом получите. А новости о чем? О том, что вам нужно простраивать защиты, ребята, защиты. У вас пробито все очень сильно. Почему? Потому что у вас уже на физику пошло, то есть прям уже в явные болезни это перекочевывает. Либо же это с вами было то, что я озвучила, и сейчас недоброжелатели начнут получать по голове, а у вас будут защиты, но вы еще должны их простроить, еще что-то надо доработать. Ну и что говорят, удачно у вас все будет, не переживайте тоже, все получится. Если в магических войнах, все получится. Тоже много чего просили, да, я же сказала, здесь в ущемленных обстоятельствах долго находились,
Все ждали, когда же случится, когда же получится, когда же дело выстрелит, или идея, или еще что-то, все получается. Да. Но вы ж не обольщайтесь на то, как вы, только вы прорвались, тут же вас захотят снова прогнуть, на вас повлиять и атаковать. То есть опять мороки-оморочки идут, пролицемерничать. То есть смотрите, будьте бдительны. Так, помощь вам от рода будет. Но должны принять, знаете, какое решение? Не подпускайте в свое пространство предателей, лицемеров и всякую скотопадлу, понимаете, которая захочет отобрать ваши дары судьбы. То есть там крадники, оморочки, всякая вот эта херотень. Только они подошли. Да, ребят, вы здесь должны на себя взвалить такую ответственность, как говорил Тони Старк, по-моему, да? Ой, какой Тони Старк? Фу, ёперный балет, вот это я спалилась. Короче, с «Игры престолов» фраза Нед Старк. Короче, вы меня поняли. Кто выносит приговор, тот сам заносит меч. Вот ваша позиция. Увидели, что по-скотски человек поступает? Не надо там, ой, его высшие накажут, все равно там пройдет время, а я ладно, так вот потерплю. Вот этого сопляжуйства не должно быть. Пришло ваше пространство чудо-юдо, начало базариться на ваше, голову с плеч. Пришло, начало вас унижать, пытаться занизить ваши возможности, ваши, я не знаю, способности. Да просто там элементарная фраза «Ой, да что ты там читал?» или «Ой, да ладно, что там твое мнение?» Тут же голову с плеч, не раздумывая. Вон выход, вон нахуй из моей жизни. Не надо терпеть, это ради чего терпеть? Куда вы жизнь, сливаете свою? В постоянное потерпеть? Да, ребят, мать вашу за ногу. Да, тяжело, но по справедливости. Вы будете лупить по справедливости. Здесь не те люди, которые от нехер делать будут этим заниматься. Вы уже свою дань, можно сказать, отдали. То есть родовой системе, поняли? Сейчас пришло время подниматься с колен, и воевать. Воевать, завоевывать территории. Предательство, все предательство. Кого-то предупреждают, что да, предатели будут выявлены. Выяснится какая-то тайна, понимаете? Что-то вскроется, и вот как-то так вот. Опять предательство. Да, слушайте, вам откровение за предателя будет. Смотрите за снами с 30 на 1. И до 21 декабря, ребят. 21 декабря у многих, душ головы с плеч да полетят. Так, давайте на этой колоде еще погляжу. Все-таки, раз я ее взяла, то почему бы и нет. Так, про пиздона выписала. Ну уж извините, что говорили, то и я вам передаю. Вот те, чей род сзади кушать, говорит, хотим. Помяните предков вашего рода, помяните, слушайте, дома, в храм сходите, не знаю, на кладбище езжайте, могилки уберите, хоть что-нибудь дайте им. Дайте им своего внимания, они вам помогут. Они вам все покажут, все расскажут. Да, кушать хотим. Так, ладненько. Они вас жалеют очень сильно, прям аж плачут, многие стоят. Очень о вас переживают. Потому что знаете, почему, ребята, чей род сзади? Меня. Потому что вы практически на грани суицида. И здесь смотрят люди, которые уже потеряли всякую надежду. Либо же это было в прошлом, в недавнем, и вы начинаете выкарабкиваться. Так что вот так, вот так. Теперь должна быть, наверное, хорошая пилюля какая-то.
Все собрались дружно и поехали хоть куда-нибудь. Плевать куда. В дорогах у вас умиротворение, и на природе поработайте с огнем. Хлеб в дары принесите. Обыкновенный хлеб. Птиц покормите. По карме очищение ждет каждого из вас. Да, здесь ясновидение у многих, здесь сотрудничество с родом, сотрудничествами с богами, простраивание собственных защит, магия власти будет в ваших руках. Вы по карме получаете дары судьбы. Так. Люди будут адекватные в ваше пространство вытягиваться, но выбор еще какой-то вам предстоит сделать. То есть проверка на вшивость будет. Прошли вы урок, либо не прошли и до сих пор подпускаете в свое пространство всякую ересь и говноту. Угу. Слушайте, ну тут хорошо. Ну-ка давайте-ка я сейчас дополню. Наверное, буду уже закругляться, потому что это пропускание информации от чего-то рода, это, конечно, да, не всегда легко. Тем более с разных сторон и разные такие потоки. Прям я не знаю. Ну ничего, нормально. Главное, меня вызывали культурные. А особо общаются такие, знаете, палец в рот не клади. Ну что говорят, ребята, все, связи старые, которые были деструктивные, от которых вы были все время в минусе, где люди не способны были вам столько же отдавать, сколько вы в них вкладывали, все это трансформируется. Семья, друзья, коллеги, работа, плевать что. Вот серьезно, здесь уже не суть важно, здесь важно то, куда вас выводят. Это все будет трансформироваться. Там, где раньше было вам замечательно, удобно побухивать, сидеть в кругу компашки, все, вы поймете, что это не та компашка, вы выросли, понимаете? Вы как будто выросли. Те люди остались там, где они остались, на своем уровне, а вы выросли. Я же сказала, кто-то из статуса жены будет уходить, кто-то из статуса мужа, кто-то будет терять в деньгах, но при этом продолжая простраивать свое будущее, где все будет, более стабильно, где в доме будет, знаете, покой царить, я не знаю, там элементарно просто покоя кому-то хочется из вас. Может, вечный вечные какие-то упреки идут, вот что-то вроде этого. Да, ситуация с домом будет у вас трансформироваться. Подвисать какие-то события будут для того, чтобы вам высветить истину. Да, вас поставят на перекресток, где вы должны будете выбрать. Выбрать что? Либо себя жалеть и поддаваться деструктивной магии, либо искать любые способы доказать свое мнение, выходить на конфликты, ругаться и говорить: ты не имеешь права меня оскорблять, ты не имеешь права, допустим, делать мне больно. Если мы с тобой муж и жена, то ты не имеешь права ходить налево. Это, самое, давайте такое банальное возьмем, да, как бы. Ты не имеешь права не уважать меня, мое мнение, мое решение. Вот что вы должны делать, а не падать. Видите, я не знаю, как вам видно будет. Фокус поймается, надеюсь. Падать вот эти воды, в эти эмоции, вот и тонуть, знаете, идти ко дну под тяжестью вот этого платья, как тут девочка идет, пока на вас вот это лунный свет падает. А лунный свет — это деструктивные программы. Вот какой выбор у вас. Борьба. Здесь должна включиться у вас борьба. Какие-то планы вы простраивали, да, что все будет стабильно, классно, уютно, по-доброму, но хрен там ночевал. Но знаете как, параллельно вы вот выходите на этот перекресток, и это уже плюс, понимаете, ведь некоторые же сидят
И им даже свыше не дают возможности выбора. Поэтому смотрите на это с положительной точки зрения, короче говоря. Вот как-то так. Ребят, здесь по основному значению Таро у вас уже не получится вести дела как раньше, строить семью как раньше. Но по моей трактовке, что я вам хочу здесь сказать? Вы должны стать императором своего прошлого. Не прошлое вами должно управлять, а вы должны управлять им. И вы должны решать, когда это прошлое сможет к вам в голову вернуться и напомнить о себе, а когда... Ну, вы просто не то, что не допустите, даже, ну, в радиусе, я не знаю, 1000 километров и не заметите его. Понимаете? Даже вот на такое расстояние, как бы на ментальном уровне, я имею в виду. Здесь вы должны, здесь не только оставить людей с прошлого деструктивных, здесь оставить свои мысли, самобичевание, свои какие-то паттерны, понимаете? Вот, к примеру, опять же еще таким, к примеру, вот если я возьму свой дар и, допустим, стану ведьмой, все, у меня не будет мужчины, я буду обречена как бы на одиночество. Да хрен там! Вы с чего взяли, что вы мужчину настолько же прокачанного не встретите, мага такого же, блин, я не знаю. Ну, откуда эти стереотипы? Выбросить это из головы к ебеням и идти, ну, в 9 кубков, все. Ничего не знаю, короче, чтобы все из вас себя порадовать успели до Нового года. Чтобы у вас Новый год еще до Нового года случился. Все, ребятки, желаю вам хорошего времяпрепровождения, удачной боевой магии, где вы будете отстаивать себя и надаете лящей всем вот тем вот недоброжелателям. Так что добра вам этого мира и пока-пока.